Что же делать, как поступить? Да не буду я собирать гнезда. Ладно, и так сойдет. Да-да, друзья, сегодняшняя тема будет о сборке пчелиного гнезда в зиму. Вернее, о не сборке пчелиного гнезда в зиму. Когда я вам рассказывал, показывал, для чего это нужно делать, в общем, как всегда, найдется комментатор, который вечно чем-то недоволен и начинает там упрекать, рассказывать: пчелки, мол, не греют весь улей, зачем? Ну, типа лишние рамки там роли не играют. У меня лежаки, все не собранные, зимуют и хорошо. И начинает там как бы спорить. В общем, я когда вижу такие комментарии, которые могут нанести вред, скажем, начинающим пчеловодам, конечно же, я их удаляю, а этого комментатора, он идет в бан. Потому что я знаю, такие люди уже будут бегать под комментариями других начинающих пчеловодов, подписывать что-то, доказывать, рассказывать, в общем, наносить вред. Вред, почему, я сейчас расскажу. Сейчас идем к лежакам. Буду объяснять, почему нужно собирать, какие нюансы и так далее. Я стараюсь как бы все нюансы учитывать. И то я чего-то не учитываю. А люди есть просто вот так вот, наобум. Вот у меня зимует и прекрасно. Зимовка, зимовки рознь, климат и так далее. В общем, друзья, сейчас разберемся поподробнее. Не забывайте подписаться. Ну что ж, друзья, начнем с лежака. Лежак, скажем, у вас там 20-рамочник. Вот представьте себе такую картину. Человек говорит, что пчелки прекрасно зимуют в таком улье. Да, зимует. Никто же не спорит, что будут зимовать. Но опять же вопрос, почему не поджать, почему не сделать гнездо? Для чего делается гнездо? Чтобы понять, есть ли корма, и сделать более комфортные условия. И вот, скажем, пчелки у вас сели, здесь все хорошо, мед есть, и здесь полно лишних рамок. Зима стабильная, все прекрасно, как бы зимует. Никто об этом не говорит, что не будут зимовать. Но есть нюанс, скажем, если у вас полное гнездо, 20 рамок стоит, а центр, скажем, пустоват. Пчелки сели в центре на ложе, а меда нет, вы же не проверили, вроде бы по бокам есть, но гнездо не поджали, не собрали, не убрали пустые рамки. Клуб сел на пустых рамках, ударили морозы, они потихоньку кушали и осыпались. И, казалось бы, есть по бокам много меда, там 50 килограмм в улье лежаке стоит, а пчелки пропали с голода. Второй нюанс. Температурные качели. Тоже у вас вроде бы все, весь лежак в меду. Клуб сидит, кушать ему есть что, но от перепада температур, конденсат, у вас начинают плесневеть рамки. Это когда стабильная зима, то есть ударили морозы и держатся практически всю зиму. Тогда да, в принципе ничего там не будет. Но когда влага начнет накапливаться, рамки начнут подтекать, капать и так далее. Зачем это делать? Плесень. Это, ненормально. Только может быть оправдано, когда у человека какие-то проблемы, и он не может обслужить пчел, и так оставил их в зиму. Я не говорю, что не зимует так. Зимует. Но есть такие нюансы, как бы, почему не собрать? Не знаю. То, что пчелы, скажем, не греют весь улей, это и так понятно. Но, тем не менее, есть такая небольшая, как бы, воздушная подушка над клубом, который им легче, как бы, держать температуру. Соответственно, клуб в любом случае теплый. И чем больше объем, пчелкам сложнее этот микроклимат удерживать. Вот и все. Еще нюанс. Если, скажем, у вас корпусные улья, и вы тоже по каким-то причинам либо боитесь, либо не понимаете, как собрать в зиму, но у вас 12-рамочники, либо там 10-рамочники, гнездо, по сути, такое 12-10-рамочное, оно как бы уже не особо нуждается в поджатии. Но, тем не менее, проверить корма нужно, оно может быть пустое. Но если вы уже не понимаете, что там творится, все, это страх, риск. Но есть у вас корпуса не откачанные, скажем, 145-е. Вы здесь ничего не делаете, кроме того, что вам нужно обработать от клеща. Ставите наверх им полномедные 145-е рамки. Клуб сядет на пустых даже сотах, но будет
потихоньку переходить. Да, друзья, рискованное тоже мероприятие. При сильных морозах может и не перейти в магазины. И такое может быть. Семья ляжет, магазин будет с медом, а здесь корпус будет весь опоношен и не перейдут. Но если зима мягкая, то есть есть такие всякие оттепели, переходят, поднимаются повыше и кушают мед. Но, как я сказал, это тоже все зависит от погодных условий, от климата и так далее. Нельзя сказать, что вот 100% сработает такой вариант. Но тем не менее, как вариант, как подстраховка, здесь 20 килограмм меда будет, уже семья перезимует по-любому, если перейдет, конечно. Еще на секундочку вернемся к лежакам. Да, скажем, лежак полностью весь в меду, меда достаточно, но если семья еще сильная, а представьте себе, такой объем, все в меду, а у вас кулачок пчел не поджатый. Сколько он протянет? Да нисколько. Кто-то будет говорить, пчелы зимуют и в картонных коробках. Зимуют. Но картонные коробки, они тоже как бы небольшого объема. И в ловушечках зимуют, и где только не зимуют пчелы. Как я всегда говорю, пчелы выживают не благодаря пчеловоду, а вопреки пчеловоду. Условия разные. Нельзя сказать, что вот делайте так, и зимовка у вас будет стопроцентная. Много нюансов. Дорогой. Так что, друзья, мой вам совет. Делайте все вовремя, делайте все по силе семьи, оставляйте корма по силе семьи, и будет у вас стопроцентная зимовка. А вот так вот пускать на самотек только можно в каких-то экстренных случаях, если уж у вас просто не получается сделать ничего с пчелиными семьями. Как я и говорил, это не значит, что они обречены. Конечно же, будут зимовать. Все, друзья, на этом. Занимайтесь пчеловодством, все у вас получится. Пока.